Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с очередным Раптором на обзоре на нашем драйв-тесте. Это уже третий Раптор, который мы представляем к обзору. И так получилось, что вот эта машина у нас попала именно в самой максимальной комплектации. Плюс мы провели кое-какие доработки, апгрейды по этому пикапу. И, естественно, мы не преминули возможностью представить этот автомобиль на очередной обзор. Мы сейчас вам подробно расскажем о том, что здесь есть, то, чем отличает этот Раптор от предыдущих, все дополнительные пакеты, опции, и покажем наши какие-то апгрейды. Первое, наверное, что вам бросается в глаза, давайте будем говорить как бы в перемешку, наверное, и об апгрейдах, и о том, что здесь от завода. Ну, во-первых, повторюсь, эта машина у нас самой максимальной комплектации. Стоимость почти 70 тысяч, 69 900, если я не ошибаюсь. То есть она отличается от наших предыдущих Рапторов на 10-12 тысяч. Что мы сделали первого? Вы видите, мы установили сюда вот в эти пустые места новые противотуманные фары от компании. Это знаменитый Rigid Industries. Вы знаете, наверное, многие об этой компании и о надежности этих фонарей. Очень еще тяжело найти аксессуары на рынке для нового Раптора. Машина всего лишь вышла полгода назад, и не все производители успели, производители автомаркет аксессуаров, обновить свой ассортимент. Вот этот кронштейн для крепления этих трех фар вообще первый на рынке, и он только-только появился, мы его заказывали, нам посылали его овернайт. До этого мы купили другой набор, и он не подошел на новый Раптор. И вот мы поставили вот новый кронштейн, три фары, мы вам покажем, они, сейчас я включу-выключу, вывели переключатели, включение этих фар наверху, на эти переключатели, которые над консолью, мы вам продемонстрируем. И включаются они поочередно. Вот смотрите, первым вы можете включить противотуманки по центру. Было задумано, что они должны быть желтого цвета, но наш поставщик ошибся, и он прислал нам белые. Вот, они уже пришли желтые, мы их вот буквально сегодня поменяем, но, сори, не успели перед драйв-тестом. А вторым включателем вы уже включаете белые, которые рассеивают свет по сторонам, очень яркий свет. Вы также можете выключить центральный, то есть либо включить оба сразу. Вот такой интересной детали, она очень органично сюда вписывается, в эти пустые места. Так, поехали дальше. Сюда мы поставили еще пластиковую защиту на капот от камней, мошек. Она очень, кстати, единственная тоже на рынке защита, которая подходит именно на Раптор. Очень она красиво смотрится в этом сочетании с белым и действительно помогает. Наклейки на капоте, это Hood Graphic пакет. Это был стандартно, уже шел с завода с этим пакетом. Единственное, что мы сделали, мы сами установили наклейки на крылья по кузову. Это мы уже покупали у дилера и устанавливали сами. Так, следующее важное отличие от остальных предыдущих Рапторов — это специальные кованые диски с бэдлаками. Объясню для тех, кто не знает, что такое бэдлак. Вот это вот, видите, накладка с болтами. То есть накладка снимается, сюда крепится колесо, резина, и потом накладка как бы блокирует. Для чего это сделано? Если вы прокололи шину где-то, опять же, это все говорится о внедорожных характеристиках этого автомобиля, шина у вас не упадет с диска, и вы можете продолжать ехать на этом колесе. Эта вещь стоит порядка тоже $2000, вот эти кованые диски с бэдлаками. Резина по-прежнему такая же, как и на остальных. Это у нас BF Goodrich All Terrain, и размер резины у нас 315, 70 и 17 диаметр.
также установили жесткую крышку на кузов. Сейчас мы вам ее продемонстрируем. Это тоже было пожелание клиента. Также клиент хотел вот эту накладку на дверь кузова. Вы видите, очень оригинально она тоже смотрится в белом цвете. Прежнюю машину мы хотели добавить накладку, ее не было на стандартную дверь кузова, но она, оказывается, очень сильно отличается. Это должна быть другая дверь. И, в общем, куча всяких геморроев. Видите, даже ручка здесь другая. Открывается она тоже, смотрите, очень плавно, мягко. Крышка очень массивная, и в то же время она достаточно легкая. По заявлению производителя сюда может встать целый вы можете four-wheeler поставить, ATV, и перевозить на нем. Сейчас вам продемонстрируем вот такие вот вещи. Вы просто опускаете, разблокировали и ее поднимаете. Также она складывается, и она идет туда дальше. Еще мы по просьбе клиента также установили сюда, вы видите, WeatherTech коврик. Он снимается и также ставится назад. Он такой очень прочный, то есть его помыть. Вот это покрытие Spray-In Bendliner называется. Это типа Line X известного. И в России, вы видите, толщина этого покрытия порядка, наверное, даже больше миллиметра. Очень хорошо предохраняет кузов от повреждения. Очень удобная вещь. Это уже заводская. Он шел таким с завода, по-моему, $490 стоит эта опция. Но также мы можем установить ее и сами. Так, закрываем. Все, видите, вы его так не откроете. Так, ну, все остальное стандартно, как и в прежних Рапторах. Да, кстати, хочется отметить, что, смотрите, запаска у нас точно такая же, полноценная, как и основные колеса, и точно на таком же диске. Так что это тоже большой плюс. Опять же, мы повторимся, очень действительно мощные силовые железные бампера. Сверху только вот эта пластиковая накладка. Видите, очень стоят датчики парковки. Бампера очень короткие, действительно такие внедорожные. Здесь у нас разъемы для подключения прицепа на двух стандартов. Так, ну вот крюки буксировочные. Это тоже показывает внедорожных каких-то характеристиках этого автомобиля. Давайте сейчас мы погазуем, маленько глушитель послушаем. Очередной мы делаем драйв-тест. Это уже третий Raptor, который мы представляем на обзор вашему вниманию. Огромная популярность у этого пикапа. Долго ждали его, и с выходом его на рынок очень много обращений к нам от наших клиентов. Говорим, уже третий Раптор, который мы снимаем. Еще у нас 3 новых Раптора в заказе. И постоянно идут обращения. Реально машина получилась, и действительно вот такое вау большое по поводу этого нового пикапа. Вот. Первым синим Раптором мы делали
более подробно обзор. А второй мы просто вам как бы показали процесс, как мы забирали эту машину у дилера и какие-то отдельные фрагменты. И вот сегодняшний Раптор у нас в самой максимальной комплектации со всеми возможными пакетами и опциями. Разница в цене, я вот вам скажу, между синим, который мы представили первый, и вот этим белым, только заводская цена отличается на 10 тысяч долларов. И вот мы как бы не преминули возможностью показать эту машину. В дальнейшем мы расскажем вам какие-то отличия серьезные от того Раптора в комплектации. И еще мы сделали кое-какие доработки, апгрейды на этой машине. Тоже вам это все продемонстрируем. Автомобиль этот у нас поедет в Казахстан. Даже не поедет, он полетит. Завтра его забирают в аэропорт, и на следующей неделе его грузят самолет, и мы его отправляем. Вот. Ну а сейчас, пока мы как бы приятное с полезным совместили, едем забирать еще одну машину и заодно сделаем небольшой тест-драйв нашего Раптора. Но по ощущениям, опять же, повторять тут, наверное, стоит повторить. Очень интересный автомобиль получился. В обычном режиме он очень, скажем так, утилитарный. То есть сейчас мы едем по городу, очень мягкий, управляется абсолютно как легковой автомобиль. Ну и, конечно же, очень сильно ощущается потенциал этой машины и его мощность. Кстати говоря, о звуке двигателей, глушителей, все-таки хочется сказать, что производители поработали над выхлопом, потому что выхлоп у него все равно такой звучит, и звучит не так, как обычная шестерка, даже турбированная. Мы потом еще раз продемонстрируем этот звук снаружи, но как бы едешь, и все равно приятный звук присутствует. Вот вы видите, вы легко, как говорится, обходите машины на светофорах, даже на таком огромном пикапе. Сейчас вот мы выходим на хайвей и сможем немножко нажать на педаль. Очень такое активное движение, не дает нам сильно разогнаться. Машина оснащена практически всевозможными доступными опциями: blind spot мониторинг, lane departure, то есть контроль слепых зон, контроль по движению по полосе, активный круиз-контроль. Здесь все это присутствует. То есть я думаю, что ни один пикап, представленный сейчас современный пикап на рынке, не обладает всеми таким огромным набором всевозможных опций. Не дают нам разогнаться совершенно, очень плотный трафик. Сегодня у нас пятница, и время 12:30. Кто-то на обед, а кто-то уже и из города уезжает. Решали. Очень быстро набирает автомобиль скорость. Мы вам
продемонстрируем все его технические характеристики отдельной таблицей, но опять же такой динамикой, опять же, вряд ли может похвастаться какой-либо из представленных серийных пикапов на рынке. Производитель сделал одну очень интересную ремарку о Рапторе, такой как рекламный не слоган, но интересное замечание, что, как они заявляют, Раптор — это Феррари в мире пикапов, и это на самом деле так. И вот, делая наши тесты, сравнивая большое количество различных пикапов, ни один, конечно, не может сравниться даже близко с этим автомобилем. Кстати, предваряя, мы снимем вот в ближайшее время сравнительный обзор тоже специальной серии Toyota Tundra, это Tundra TRD Pro, и мы сделаем небольшой сравнительный тест-драйв с Раптором и как бы выделим какие-то особенности. Вы видите, здесь уже городские улицы у нас пошли, и мы как бы не можем сильно нажимать на педаль, но очень он провоцирует этот автомобиль ехать быстро, несмотря на его огромную массу и действительно внушительные размеры. Так, ну что, по ходу, пока мы едем, давайте поговорим об каких-то новых отличиях от предыдущего двух Рапторов, что мы снимали. Самое главное отличие, и как бы это и тоже интересная политика производителя, они сделали как бы два пакета. То есть вы можете купить Раптор абсолютно пустой, без дополнительных пакетов. Вы можете его теоретически заказать. То есть даже тут сиденья будут там тряпичные, а не кожаные. Следующий пакет, это идет 801 пакет, в котором вы уже получаете кожаные сиденья. Надо посмотреть какие-то еще дополнительные опции, небольшие. Стоит этот пакет 3600, если я не ошибаюсь. Потом сравним. И потом нету никакого промежуточного пакета, и потом этот бескомпромиссный 802 пакет, который включает практически все дополнительное оборудование, которое можно поставить на этот автомобиль, и стоит он уже 9000 с небольшим. Вот. И вот этот автомобиль оборудован. Самое главное отличие этого 802 пакета от 801, то, что вы получаете. Первое, это уже климат-контроль, в отличие от кондиционера. Двухзонный климат-контроль. Потом, кроме подогрева сидений, у вас уже есть вентиляция сидений. Кроме того, у вас уже присутствует кнопка пуска двигателя. Кроме того, вы получаете вот эту вот вещь, это трейлер бэкап контроллер. Это очень интересная вещь. Это если кто-то сталкивался с вождением пикапа вместе с прицепом, то поначалу, даже и не поначалу, это надо иметь уже серьезные навыки, чтобы сдавать задом с прицепом. Okay? Так вот, эта вот вещь вам очень помогает. То есть, когда вы подключите прицеп к вашему пикапу и будете сдавать назад, вот, включая вот эту вот штуку, оно само, вы можете убрать руки с руля, оно само выдаст вам правильное направление, и машина будет сама крутить руль и парковаться вместе с вашим прицепом. Мы вам не можем, к сожалению, продемонстрировать это, потому что нужно нам подключить какой-то прицеп, которого у нас нет. У нас есть пару лодок, но это уже мы не будем делать сегодня. Но это очень
полезная опция для тех, кто перевозит лодки, гидроциклы, какие-то дома на колесах. Это очень удобная вещь. Вот, также тут присутствует трейлер брейк контроллер ниже. Ну вот такие особенности. Стоит уже Sony акустика с 802 пакетом. Присутствует уже навигация загружена. В 801 ее нету. Так, давайте теперь пройдемся по салону. Опять же, отличие от стандартных рапторов. Вот смотрите, видите, вот мы уже ступили несколько раз на подножку, и она такая, грязь прям налипла. Подножки специальное такое покрытие противоскользящее. Очень оно как бы берет на себя всю грязь. Но с другой стороны, это очень такое, действительно, на него не поскользнуть. Если видите, такая широкая массивная подножка. Так, первое, что отличает этого раптора от остальных, кстати, тоже пакет очень нечастый, это вот этот вот сиденье с оранжевым акцентом. Не только сиденье, весь салон с таким же акцентом. Вы видите оранжевые вставки кожаные, плюс вставки из алькантары. На обычных сиденьях этих вставок нет, везде кожа идет. И оранжевая строчка, очень красиво. Здесь только единственное не сделали оранжевым. Также оранжевой строчкой прострочен весь салон, панель. У машины очень красиво руль. Оранжевая насечка 0 на руле. И вставки с оранжевым акцентом по дверям и там на центральной панели. Очень красиво тоже смотрится. Вы видите, такие как пчелиные соты, такие оранжевого цвета. Мы этот автомобиль не заказывали, искали в наличии. Нашему клиенту этот автомобиль идет у нас в Казахстан. И он хотел, вообще бы у него был выбор из двух вариантов. Либо белый, либо цвет аваланч. Он такой светло-бежево-зеленый. Вот. Но он хотел максимальную комплектацию автомобиля. Обязательно вот эти, наклейки, как бы они клеятся сами. Это накладка на кузов. Обязательно колеса с бэдлаками внедорожные. То есть было множество всяких «но». И заказывать тоже мы не успевали. Вот искали ему в наличии. Вот нам случайно попался такой автомобиль. Вот прямо полностью отвечающий всем его пожеланиям. Мы оперативно купили, установили ему все эти опции дополнительные. Завтра мы везем этот автомобиль в порт. На следующей неделе он самолетом отправляется в Казахстан. Ну, теперь давайте пройдемся по остальным отличиям. Вот смотрите, первое, пока мы остаемся дверь открытой, это здесь у нас есть трехпозиционная память сидений, настройки сидений и руля. Также, в отличие от 801 пакета, здесь у нас присутствует уже электрическая регулировка руля по высоте и по выносу. Регулировка педалей тоже по высоте. Вы можете поднять, опустить. Очень удобно. Так, что теперь по сиденьям? Сиденье у нас тут стандартные настройки: вверх-вниз, вперед-назад, спинка и валик. Нету подколенного валика, но давайте так говорить, в принципе, длина сиденья достаточно удобная и хорошо поддерживает ваши колени. Это у нас включение света в дверях. Сейчас мы покажем. Сейчас горит, да? Вот вы можете как бы таким образом освещать ваш автомобиль сбоку. Очень удобно тоже. Это и как на движении по вне дороги, и также при парковке автомобиля. Очень удобная опция. Еще одну опцию, которую мы вам не показали, это тоже мы установили по просьбе клиента. Смотрите, очень удобно. Такой ящик, который устанавливается под сиденье, мы его уже зафиксировали. Для чего это нужно? Ну, во-первых, вы видите вот это вот такие вот вещи. Это сюда вы можете положить 3 винтовки. То есть тот, кто охотник, очень удобно перевозить оружие. Вот. Ну и всякой мелочи тоже точно так же вы можете сюда нагрузить. И он очень легко. Вот смотрите, сиденье сложено, и ящик этот абсолютно не скрадывает никакого лишнего пространства у вас. То есть очень-очень удобная опция. Такие коврики у нас
И вот, как мы уже повторимся, здесь у нас присутствует эта дополнительная опция подогрев сидений, причем раздельный подогрев, и можно усилить или уменьшить этот подогрев. Это разъем на 12 вольт, это на 2 USB, тоже удобно для ваших девайсов всех подключения. И также полноценная розетка американская на 110 вольт. Так, ну садись, сейчас мы здесь быстро. Пробежимся быстро по, опять же, отличиям всем. Это вот, как мы говорили, вот переключатели. Вот это у нас уже 2 задействованных переключателя для противотуманных фар. Видите, у нас еще 4 свободных. Можно установить лампу вперед, можно поставить рэк, установить лампы. Кстати, у нас будет в проекте один Раптор под серьезный тюнинг. И я думаю, что там мы это все поставим. Крыша у нас панорамная, опять же. Вы видите, очень красиво складывается, мы уже показывали это все. Шторка электрическая, одним касанием, и вот она пошла закрываться. Здесь она промежуточно останавливается, также закрывается дальше. Вот все закрылось, и вы как будто у вас нету никакой панорамы. То есть, если вам не нравится, вы полностью закрыли. Так, поехали дальше. Здесь у нас уже присутствует навигация, это тоже часть 802 пакета. Здесь у нас присутствует кнопка пуска двигателя. Здесь у нас присутствует, сейчас мы включим свет, чтобы посветить это, полноценный двухзонный климат-контроль, в отличие от стандартного кондиционера на 801. Здесь у нас присутствует вентиляция сидений, видите, тоже трехрежимный подогрев и вентиляция. Здесь у нас присутствует трейлер бэкап. Здесь вот таким вот образом, как уже повторюсь, вот мы включили трейлер. Так, ну как он работает? Ну, наверное, это надо все-таки подключить. Это трейлер, да. Это трейлер, ну-ка. Это трейлер. Окей. Ага, rear park, это on. Окей, сделали on. Ну вы видите, тут надо реально подключать этот трейлер, потому что здесь он и по уровню его регулирует, и без него мы не сможем вам показать, как работает эта вещь, но принцип следующий. Вот это помогает вам при парковке, движении задним ходом, то есть оно показывает вам траекторию, куда ваш пойдет трейлер, и вы можете установить режим, и руль будет сам двигаться и парковать ваш автомобиль вместе с трейлером. Но, как говорится, нам надо тут добавить этот трейлер. Так, сейчас мы выйдем из этого режима. Давайте дальше по приводу немножко поговорим. Здесь у нас 4 режима, как вы видите. Сейчас мы на заднем приводе. Дальше у нас идет режим, это полный привод автомат, то есть передняя ось подключается посредством вискомуфты при пробуксовке. Дальше мы можем включить постоянный полный привод high, и также у нас есть пониженный полный привод. И есть у нас блокировка заднего дифференциала. Вот вы видите, какое у нас серьезное внедорожное оснащение этого автомобиля, также в отличие от той же тундры, которую мы показывали вам для сравнения. Что еще? Камеры. Очень удобно, опять же, это камера заднего вида. То есть, во-первых, эта кнопка, она всегда рядом, во многих машинах это настолько тяжело ее активировать. Неважно, движетесь ли вы вперед, назад, вам нужен обзор. Вы видите, у нас, во-первых, 360 градусов обзора, вы видите бок, вы видите перед, вы видите зад. Очень удобно, вы моментально ее включили, и она заработала. Кстати, хочется вернуться. Это у нас такой режим, и просто ее выключили. При активировании вот этого пониженного полного привода, этот привод сделан для езды по серьезному бездорожью, либо там вы карабкаетесь где-то в камнях. Сейчас мы вам продемонстрируем, надо перейти на нейтральную передачу поставить. И теперь вот он сейчас у нас включается. Опа! Все, он включился.
И сразу же автоматически включается камера. То есть неважно, едете вы взад, едете ли вы вперед, вот она автоматически, вы видите, включается при включении этого режима, что тоже очень, очень удобно. Так, ну сейчас мы отсюда, вот сразу же здесь у нас показывает, что выключился антипробуксовочная система Traction Control и включился пониженный полный привод. Так, сейчас нам надо выйти. Опять мы стали в нейтральную, и сейчас мы, вот он, видите, оп, слышно, переключился. Это полный привод автомат. Ну, сейчас мы вернемся в наш заднеприводной режим. Все. Опять же, интересная деталь, это такие большие спортивные подрулевые лепестки переключения передач, что тоже, наверное, огромная редкость для каких-то траков. Я еще не встречал ни один пикап с этой опцией. Про руль мы уже говорили, очень удобный, спортивный, широкий, очень, очень удобный руль. И насечка, вы видите, такая спортивная, 0 такой. Так, про режимы вождения мы уже говорили. Здесь у нас есть режимы всего 1, 2, 3, 4. Окей, вот он тут опять, видите, сам блокирует, включает задний дифференциал и просится на полный привод, моментально сам переводится. Это режим по пустыне, по пескам гонки и режим на камнях. Так, ну вернемся в наш нормальный режим. И также у нас есть режим переключения рулевого управления. Нормальное, спортивное, комфортное. То есть вы можете отрегулировать под себя. Да, также здесь у нас еще есть Technology пакет, который не входит даже в 802 пакет. И главная особенность этого пакета — это активный круиз-контроль. Сейчас мы Ага, вот мы включили круиз-контроль. Вот мы можем выбрать дистанцию до впереди идущего автомобиля, вы видите. И таким образом машина будет поддерживать эту дистанцию и регулировать скорость вашего автомобиля. Выключаем.